Удар за ударом Иран обстреливает всех. Одна страна уже потеряла терпение и готова вступить в войну. Военные не слушают президента. Трамп заявляет одно, Пентагон поступает ровно наоборот. Очередная черная неделя для авиации агрессора. Россияне теряют борты и пилотов. Иранские прокси перешли к похищениям. На Ближнем Востоке ищут известную американку. Операция возмездия. Режим потерял одну из важнейших шишек. Кара настигла того, кто сам не раз отправлял на казни. Должны были стать мозгами, а станут пушечным мясом. Захватчики бросают в бой последний резерв. От раскола к распаду. Кто приготовился выйти из НАТО? Кто подсадил диктатора на иглу? Эффект уже виден невооруженным взглядом. Об этих и других событиях к вечеру среды 1 апреля. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Ближний Восток сотрясают взрывы. Иран бьет по всем. Корпус стражей исламской революции атаковал аэропорт Кувейта. Горят резервуары с топливом. Сообщают о взрывах в ОАЭ и Саудовской Аравии. КСИР утверждает, что ударил и по американским объектам в Бахрейне, включая базу 5-го флота США. Параллельно фиксируются атаки в Ираке. Одновременно Иран запустил ракеты по Израилю. Взрывы прогремели в Тель-Авиве. По предварительным данным, есть раненые, среди них ребенок. Вместе с дронами и ракетами летят и очередные угрозы. Корпус стражей исламской революции в своем заявлении предупредил правительство США и связанные с ним разведывательные структуры, что ключевые учреждения, участвующие в террористических операциях, теперь являются законными целями. Издание «Хакин» со ссылкой на израильские СМИ пишет, что Иран, как и прежде, способен запускать до 20 ракет в день. Но в результате ударов США и Израиля, по самым оптимистичным оценкам, у режима осталось в запасе только 300-400 ракет. Все, расходимся. Трамп выдал базу и рассказал, что США очень скоро покинут Ближний Восток. Думаю, мы уйдем в течение 2-3 недель. По словам президента США, режиму Айтол уже даже не нужно заключать сделку с Вашингтоном. У них сменился режим. Смена режима не входила в поставленные мною цели. У меня была одна цель. У них не будет ядерного оружия. И эта цель была достигнута. Что будет с Ормузским проливом, Трампа, по его словам, не беспокоит. Хозяин Белого дома предложил другим странам решать проблему его разблокировки. Правда, слова Трампа сильно расходятся с тем, что делает Пентагон. Вооруженные силы США наращивают силу в зоне конфликта. Еще один авианосец идет к Ирану. По данным Wall Street Journal, USS Джордж Буш покинул базу в Вирджинии. Через несколько недель он присоединится к другим ударным группам. В регионе уже действуют USS Абрахам Линкольн и USS Джеральд Форд. Кроме того, в Индийском океане находится мини-авианосец USS Триполи. Параллельно США усиливают присутствие десантными кораблями и морской пехотой. Ранее появились сообщения об отправке в зону конфликта тысяч морпехов, десантников и спецназовцев. Получается, Пентагон не слушает президента или Трамп напускает туман? Как думаете? К возможной наземной операции США готова присоединиться еще одна страна. По данным Wall Street Journal, Объединенные Арабские Эмираты готовы поддержать на деле силовой сценарий. Речь о разблокировке Ормузского пролива, который Тегеран фактически закрыл. ОАЭ предлагают занять стратегические острова в проливе, включая Абу-Мусу, который полвека назад захватил Иран. Эмираты располагают сравнительно небольшим, но вполне современным военно-морским флотом. ОАЭ стали главной целью иранских дронов и ракет. Их было выпущено почти 2500. Это больше, чем по любой другой стране региона.
Сразу 2 борта за один день. Агрессор снова теряет военную авиацию. В Крыму разбился российский военно-транспортный Ан-26. Минобороны РФ признала, погибли 29 человек, весь экипаж и пассажиры. Связь с бортом пропала вечером. Позже сообщили, самолет врезался в скалу. Официальная версия — техническая неисправность. Ударов извне якобы не было. Украинские источники предполагают, что истинной причиной мог стать огонь собственной российской ПВО. Параллельно появились сообщения о потере захватчиками ИСУ-34. По данным Z-блогеров, этот самолет разбился во время боевого вылета. Пилот погиб, штурман, похоже, выжил. Прошлая неделя была для оккупантов не менее черной. Тогда в течение 2 дней россияне потеряли 2 вертолета К-52. Похищение в столице Ирака, и жертва не случайная. Пропала американская журналистка. По данным СМИ, речь о Шелли Китлсон. Ее схватили в центре Багдада. Один из похитителей уже задержан после погони, но саму журналистку пока не нашли. Официально власти почти ничего не говорят, ни деталей, ни мотивов. Китлсон работала с крупными медиа, включая BBC и Newsweek. Жила между Багдадом и Европой. Сейчас ее ищут. Кто стоит за похищением и каковы цели, пока не ясно, но в стране действуют многочисленные проиранские боевики. Израиль и США продолжают ликвидацию оставшихся лидеров режима аятолл. По данным Аль-Хадад, убит глава судебной системы Исламской Республики Галям Хасейн Мохсени Эджеи. Это одна из ключевых фигур. Он контролировал репрессии и громкие политические дела. В прошлом этот деятель занимал пост генпрокурора, еще ранее министра разведки. Сообщается, что он погиб во время авиаудара по Тегерану. Официального подтверждения от властей пока нет. Наступление России начало заметно буксовать. По данным Американского института изучения войны, за последние полгода российские войска продвигались в среднем на 10,5 квадратных километров в день. Год назад было почти 15. Но главное — свежая динамика. Если брать не последние 6 месяцев, а 3, то падение темпа уже не в 1,5, а в 2 раза. В январе-марте текущего года оккупанты продвигались только по 5,5 квадратных километров в сутки против 11 годом ранее. Основной фактор этих изменений, по мнению аналитиков, инициатива ВСУ. Украинские войска освободили более 400 квадратных километров на Александровском и Гуляйпольском направлениях в ходе 2 отдельных наступлений с конца января 2026 года по середину марта. При этом в Кремле продолжают надувать щеки. Как признал накануне Владимир Зеленский, российские переговорщики потребовали от Киева вывести войска из Донбасса в течение 2 месяцев. Мол, тогда оккупанты остановятся. Если нет, выставят Украине новые, худшие условия. Пока в Кремле отрицают наличие планов по проведению мобилизации, факты свидетельствуют об обратном. По данным канала Фаридейли, министр образования Валерий Фальков потребовал от вузов отправить не менее 2% студентов на СВО. Пока формально добровольно, но методы убеждения жесткие. Студентов уговаривают взять академ и подписать контракт. Кого-то заманивают деньгами, на кого-то давят пересдачами и проблемами с учебой. Основной набор в войска беспилотников. В вузах страны учатся более 2 миллионов мужчин, а это значит до 44 тысяч потенциальных контрактников. А если подключат техникумы, цифра вырастет до 70 тысяч. Накануне стало известно о том, что региональные власти начали спускать руководителям предприятий разнарядки на отправку работников на спецоперацию. В общем, мобилизация как тот суслик. Ее не видно, но она есть. НАТО ждут суровые времена. Госсекретарь США Марко Рубио откровенно намекнул на возможность выхода США из Альянса. Нам придется повторно рассмотреть вопрос того, служит ли этот альянс, который некоторое время служил нашей стране хорошо, данной цели, или превратился в улицу с односторонним движением, где Америка находится в положении защитника Европы, а когда нам нужна их помощь, то они отказывают нам в базах и пролете через их воздушное пространство.
Ранее стало известно, что Испания, Италия и Франция закрыли доступ к базам и даже воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операции против Ирана. Еще раньше страны Альянса де-факто проигнорировали призывы Трампа выслать свои силы в зону конфликта. Президент США после этого уже не раз публично пообещал не забыть этого союзникам. Эксперты вообще называют НАТО мертвой организацией. Никто не знает, как НАТО отреагирует на определенные споры. Ясно, что НАТО отреагирует, если Россия внезапно начнет бомбить Париж. Но если Россия внезапно вторгнется и оккупирует 250 квадратных километров Польши, предпримет ли НАТО какие-либо действия? А у вас какие мысли по этому поводу? Делитесь в комментариях. Удары украинских дронов проделали дыру в кошельке Кремля. На Западе подсчитали, сколько теряет агрессор. По данным Bloomberg, после атак на Усть-Лугу и Приморск экспорт нефти из Балтики резко просел. Потоки упали примерно на треть. В день минус около 2 миллионов баррелей. В итоге Москва не досчитывается более $1 миллиарда каждую неделю. И это происходит как раз в момент, когда Россия попыталась заработать на росте цен из-за кризиса на Ближнем Востоке. Люди снова летят к Луне впервые за полвека. Обратный отсчет уже пошел. Миссия Артемида-2 стартует уже этой ночью. 4 астронавтов отправятся на корабле Орион на лунную орбиту и вернутся обратно без высадки. Это первый пилотируемый полет к спутнику Земли со времен программы Аполло-17. Полет займет около 10 дней. Главное, это тест перед будущей высадкой. НАСА проверит ракету, системы и работу экипажа в глубоком космосе. Если все пройдет успешно, человечество реально возвращается на Луну. Александр Лукашенко начал сдуваться, причем в буквальном смысле. Издание «Наша Нива» замечает, что диктатору наконец-то удалось то, о чем он давно мечтал – немного сбросить вес. Судя по многочисленным оговоркам, тема ожирения была для тирана болезненной. Ну, понятно, Аленку я не ем. Як это беглые наши кажуть, вагу набрал. Ну, думаю, коль вагу скидывать треба. И вдруг у Лукашенко начало получаться. Эффект уже виден невооруженным взглядом. На недавних кадрах одежда на несменяемом руководителе Беларуси заметно повисла. Вот только кому должен быть благодарен 71-летний крепкий хозяйственник? Усилием личных врачей во главе с мамой Коли Ириной Абельской или все-таки заморским препаратом? Ранее Джон Коул раскрыл секрет. Оказывается, Лукашенко еще несколько месяцев назад спрашивал спецпредставителя Трампа о секрете его похудения, и гость рассказал ему об инъекциях Zepbound, которые позже передал минскому пациенту. Получилось неловко. Годами Лукашенко советует лечиться трактором и обещает наладить выпуск вакцин от самых экзотических болезней, а на деле колется американскими препаратами. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Огромные потери в рядах иранских силовиков, скандал вокруг прослушки соратника Орбана, дрон ударил в здание правительства в России, десятки раненых в результате взрыва на химкомбинате и новый поворот в громком коррупционном деле в Украине. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.